Компания Jeep в рамках Парижского международного автосалона представила самую компактную модель в своей линейке – кроссовер Avenger, который по совместительству является первым полностью электрическим джипом в истории. Выпуск модели наладят на заводе Fiat в Польше, а старт продаж намечен на март 2023 года. Продаваться Avenger будет в Европе, Японии и Южной Корее, но на домашнем американском рынке модель не появится. Jeep Avenger Мститель разработан специально для рынка Европы с использованием местного инженерного центра концерна Stellantis. Американского в нем почти ничего нет. В основе модели лежит модульная платформа CMP. На ней уже построены европейские кроссоверы Peugeot 208, DC3 и Opel Mokka. Она имеет стойкий Макферсон спереди, полузависимую подвеску сзади и только передний привод. Новый кроссовер стал самой компактной моделью американского производителя. В длину он достигает всего 4 метра 8 сантиметров. Это на 16 сантиметров короче актуального поколения трехдверного Wrangler. Дорожный просвет Jeep Avenger составляет 200 мм. Снизу ставится полимерная защита. Углы въезда и рампы 20 градусов, съезда 32. Объем переднего багажника скромные 34 литра, но основной задний отсек вмещает 380 литров. Кузов у Avenger свой, с фирменным дизайном от Jeep, защитным поясом из черного пластика и массивными колесными арками. Базовые колеса имеют диаметр 18 дюймов, а фары новинки утоплены в толстые рамки, чтобы их нельзя было повредить при легком столкновении. Дизайн интерьера вдохновлен минималистичным оформлением салона Jeep Wrangler. Подкрашенный цвет кузова трубой передней панели находятся воздуховоды и некоторые кнопки управления. Чуть ниже довольно объемный отсек для хранения мелких вещей. На центральном тоннеле разместилась модульная система хранения, которую можно настраивать персонально под себя. В пространстве рядом с селектором трансмиссии есть дополнительный отсек, где можно одновременно заряжать смартфон и разместить 1,5-литровую бутылку воды. Виртуальный прибор имеет диагональ 7 дюймов или 10,25 дюйма в зависимости от комплектации, а стандартная MIDI-система Uconnect имеет диагональ 10,25 дюйма. В списке опций есть комбинированная обивка сидений из кожи и ткани, электропривод передних кресел, массажер в водительском сиденье, сервопривод пятой двери и адаптивный круиз-контроль. Так как в основе электрокара лежит модульная платформа концерна Stellantis, то и по технике электрический Jeep Avenger и повторяется платформенные модели. Электромотор расположен на передней оси и имеет пиковую мощность 156 лошадиных сил и 260 Нм крутящего момента. Под креслами и центральным тоннелем установлена литий-ионная батарея емкостью 54 кВт-часа. Она имеет рабочее напряжение в 400 вольт и состоит из 17 модулей. Ее емкости должно хватить на 400 км пробега по циклу WLTP, а в городском режиме дальность хода составит 550 км. Трехфазное зарядное устройство переменного тока имеет мощность 11 кВт, а устройство постоянного тока рассчитано на 100 кВт. Впервые для джипа передний привод сочетается с электронной системой Select Terrain. Она предусматривает внедорожные режимы снег, грязь и песок. Они различаются работой противобуксовочной системы. Также есть привычные дорожные режимы Eco, Normal и Sport, плюс система помощи спуска с горы. Кроссовер оснащается системой автономного вождения второго уровня. Он может автоматически регулировать скорость и траекторию, держать безопасную дистанцию, а также удерживать автомобиль в полосе. Еще есть функция распознания дорожных знаков, система автоматического экстренного торможения, контроль усталости водителя и активной помощи при парковке. Помимо электрической версии, Jeep Avenger будет предложен и в гибридных модификациях. В Париже компания представила даже полноприводную версию кроссовера с дополнительным электромотором на задней оси. Но Avenger 4XE пока носит статус концепта. Подробности о гибриде появятся позже. Сборка кроссовера будет налажена на заводе Fiat в Польше, а первой в серию пойдет полностью электрическая версия. Ее продажи должны начаться в марте 2023 года. В компании уже открыли прием заказов на приветственную серию First Edition, но стоимость новинки пока держат в секрете. Понравился ли вам новый компактный кроссовер от Jeep? Поделитесь своим мнением в комментариях и поддержите это видео лайком. Также по традиции напомню, что у меня есть телеграм-канал, где каждый день публикуются новости. В описании закрепленном комментарии я оставлю ссылку, чтобы вы не пропускали новые видео и были в курсе последних событий автоиндустрии.